Приветик, Приветик, это Поросюша. Вновь еще одно внезапное перемещение. Будто меня манит чей-то зов. Почти пустая комната, состоящая из каменной холодной плитки. Этот мрак и однотонность разгоняет яркий белый свет неизвестного вещества. Вещество проникает в щели, но не наносит вреда и распространяется медленно. Неизвестный бушующий сгусток энергии. Быстрый. Но это не похоже на что-то живое. Возможно, я для него большой источник энергии, за который он стремится. Эта субстанция может быть не только белого цвета. Агрессивную среду лучше обойти. Точно, я отвлеклась и забыла о люминесцентных растениях, но предположить точный тип излучения не смогу. Множество разных форм и цветов. Красиво. Похоже, что здесь проводились эксперименты с этой субстанцией и выращиванием растений. Но никаких записей. А? Стул на столе? Так это уже трон получается. Ладно, не время шутить. Эти разноцветные полоски могут быть либо хранилищами для других веществ, либо просто декорациями. Охраняет проход. Это было опасно. Неизвестно, как воздействует вещество на кожу при прикосновении. Комната наблюдения и такое большое помещение. Осколки стекла, но вроде бы ничего не разбито. Прытки. Еще один. Фух, но здесь спокойнее. Надо проверить, есть ли что-то полезное. Кажется, будто кто-то намеренно стер всю информацию об этом месте. Белая субстанция закрыла собой проход. Не страшно. Оно разъедает кожу, но возможно выбраться. Где бы смыть остатки вещества? Благо, эти ворота не заволокла собой субстанция. Оттуда начался мой путь. Главное не порезаться об осколки. Не сработало? Здесь агрессивная среда и проход не открылся? Теперь вряд ли заметит. Странная комната, выделяющаяся своим уютным интерьером. Пора бы передохнуть. Воды в чайнике нет, кружки пустые. Потом нужно будет выдвигаться и подробно изучить это место. В этой игре есть 3 режима передвижения: ходьба, быстрая ходьба и бег. Если нажать на Shift, то можно переключаться между ходьбой и быстрым шагом. При зажатии Shift ваш персонаж начнет разгоняться и побежит. При беге, прыжках и атаке тратится выносливость, при быстрой ходьбе она просто не восстанавливается.
Если вы устали, то меняется анимация. Сравнение скорости человека и зараженного. У зараженного не только слегка повышена скорость передвижения, но им также легче разогнаться. Данная особенность является преимуществом этой стороны. Гефест стартовал раньше, но даже так Флаффу удалось его обогнать. Каждое оружие, да-да, даже лапки, имеет два вида атаки. Внизу будет стоять информация об анимации. Оружие вам дано не только для того, чтобы обижать пушистиков, но и дать отпор злым ежам. Каждый вид оружия моментально уничтожает агрессивную субстанцию, поэтому советую использовать палку или нож. А теперь проверка урона. Если вы увидели эффекты от оружия, то это значит, что ваша атака усиленная. Ожидаемо, что тяжелое оружие будет наносить больше урона. Разница между сильными и обычными атаками не такая большая. Ножом можно ударить только на очень близкой дистанции. Атаки зараженного примерно такие же сильные, как атаки палкой. Но при атаке человек на пару секунд не сможет двигаться. Обычные атаки похожи на атаки ножом. Если вы сидите, то ваше здоровье и выносливость восстанавливаются быстрее. Здесь нет индикатора степени заражения. Поэтому, когда ваше здоровье доходит до нуля, то превращение неизбежно. Игрок, который нанес решающий удар для заражения, получит откат для атаки и потеряет светящийся контур. Если же человек убьет зараженного, то отката на атаку не получит. Мой комментарий о том, что это нечестно, является шуткой, так как это неоснованный вывод. Это можно узнать только в длительном бою. Мне нравится, как проработаны сильные и слабые стороны обоих команд. Это я еще молчу об анимациях и типах атак. Странная субстанция, или же, как сказал Гефест, еж. При приближении к ежу через несколько секунд последует рывок. Если в этот момент вы находитесь близко, то вас ловят. Для освобождения кликайте по светлой зоне, а для быстрого заражения по темной. При бездействии или ошибке отображения, как у меня, субстанция не сможет заразить вас с первого раза. Вы выберетесь с малым количеством здоровья. А теперь то, что может быть интересным для многих – все виды зараженных. Коварный розовый ящер. Радостный пухлявый голубой кролик.
Самый обнимательный пушок. Зеленая мышь с пухлыми щечками. Самый спокойный в мире фиолетовый кролик. Жадный, ой, домовитый красный дракоша. И просто золотце. Брат обнимательного пушка и редкий вид. На этом обзор этого тестового режима подходит к концу. Я надеюсь, что автор игры не забросит эту идею. Но это еще не конец моих приключений. Спасибо, что посмотрели это видео до конца.